Как варить перловку на воде, чтобы приготовить вкусную рассыпчатую перловую кашу на гарнир? Всем привет! С вами Регина Кутинская. Сегодня поделюсь, как приготовить перловку вкусно и правильно. Это самый быстрый способ без предварительного замачивания. По моему рецепту получается рассыпчатая перловка зернышко к зернышку. В конце видео варианты подачи с другими блюдами. Друзья, буду благодарна вашим лайкам и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить перловую кашу на воде, мы возьмем следующие ингредиенты. Перловая крупа 200 грамм, питьевая вода 600 миллилитров, еще немного воды для ошпаривания и соль по вкусу. У меня розовая гималайская. Предварительно вскипятим воду, которая нужна для ошпаривания. Для чистоты эксперимента я взяла самую недорогую перловую крупу. Также я поступила и в рецепте круглозерного риса, ссылка на который есть в описании под этим видео. Секрет рассыпчатой перловки номер 1. Сначала промываем нашу крупу до прозрачной воды. Мне понадобилось 5 промываний. Теперь один раз ошпарим кипятком. Перемешаем. Вы можете увидеть, что после кипятка вода снова немного помутнела. Так мы убираем максимальное количество крахмала из зерен. Сливаем эту воду. Как варить перловку правильно? Берем кастрюлю или сотейник обязательно с толстым дном. Это правило номер 2. Кладем промытую перловку в сотейник. Правило номер 3. Соотношение перловки и воды должно быть 1 к 3. В нашем случае мы добавляем 600 мл воды комнатной температуры. Ставим на сильный огонь. Правило номер 4. Сразу добавляем соль по вкусу. Я положу 1 чайную ложку. Перемешиваем один раз, разравниваем и больше не беспокоим. Когда мы добавляем соль в самом начале варки, то зерна получатся более упругими и не разварятся в однородную кашу. Когда вода закипит, ставим самый минимальный огонь, при котором вода будет продолжать немного бурлить. То есть должны быть небольшие пузырьки. Накрываем крышкой не полностью и оставляем перловку вариться в течение 30 минут. Правило номер 5. Время варки. Если вы берете больше перловой крупы, чем по нашему рецепту, то через 30 минут проверьте, осталась ли вода на дне. Если ее нет или совсем немного, можно выключать. Если воды еще достаточно, варите еще как минимум 5 минут и проверяйте снова. Далее выключаем огонь, закрываем крышку и оставляем еще на 30 минут пропариваться. Это правило номер 6 для того, чтобы получить рассыпчатую перловку. Если крышка прилегает неплотно или в ней есть отверстие, то лучше эту посуду с перловкой завернуть или хотя бы накрыть полотенцем на полчаса. А теперь открываем и хорошенько перемешиваем. Обязательно нужно перемешать. Это последнее, 7-е правило. Видно, что перловка рассыпчатая и не превратилась в однородную массу. При этом зерна хорошо проваренные и упругие. Есть такую перловую кашу одно удовольствие. Приятного аппетита! Можно подавать перловку на гарнир, к примеру, с жареным луком, кусочками тыквы и свежим салатом с редисом. Ссылка на рецепт салата в описании к видео. А я еще добавлю пару ломтиков чесночного хлеба на закваске. Как приготовить домашний хлеб на закваске, смотрите в специальном плейлисте. Ссылка тоже есть в описании. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео. И нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много интересной и полезной информации. До новой встречи и доброго вам здравия!